Представители знака зодиака Девы, Девы мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз, гороскоп, 2024 год. События 2024 года, как изменится моя жизнь. Давайте узнаем, что думают карты. По восточному или китайскому календарю 2024 год – это год дракона. Кто такой дракон? Это то животное, которого нет. Это вместе с тем знак небесного могущества и влияния, но в то же время это мифическое животное. Считается, есть такое, что дракон, он как птица Феникс, каковы бы ни были сложности, он всегда возрождается из пепла. И вот в этом значении как раз проигрывается 2024 год в том плане, что мы как будто придем к возрождению через разрушение устоявшихся правил, каких-то регулировок, может быть, какой-то системы иерархии. Будут реформы, будут и метаморфозы в этом году, потому что сам по себе дракон, он на месте сидеть не привык, это активность какая-то предполагается, да и года-то эти всегда високосные, но еще и дважды, потому что Плутон у нас как раз в 2024 году переселится окончательно в знак зодиака Водолей. И это тоже смена структуры. Реальные изменения приведут, может быть, и где-то к непредсказуемым событиям. Мы не можем сейчас что-то просчитать. И именно те обстоятельства, которые нас будут окружать, они будут оказывать на нас влияние. К этому нужно быть готовому. Пришло время, словно снести устаревшее и построить что-то заново. Это время возрождения, время задавать вопросы, принимать важные решения и занимать позиции. Некоторые ситуации потребуют от нас силы воли, выдержки, мужества. Плутон в течение года будет нам навязывать что-то неизбежное, что мы не сможем изменить. И наша задача как раз найти свой фарватер, наиболее удачный, наиболее для нас приемлемый, и то, что нам какую-то стабильность, безопасность будет обеспечивать. И дальше мы будем корректировать свои действия, свои планы, уже с учетом той реальности, которая придет на наш порог или будет отстраиваться. Ну, давайте узнаем, что думают карты. 3 колоды я сегодня взяла, и первая – это золоченое таро. Мы с вами зададим основные вопросы. Позже я сделаю видео по 12 домам гороскопа. И там мы рассмотрим поподробнее именно сферы вашей жизни. А здесь мы уделим внимание событиям на 2024 год. И первая карта, первый вопрос. Важное событие. Чем запомнится 2024 год? Может быть, сфера жизни или направление какое-то. Вторая карта. Что нового войдет в мою жизнь или новое событие, может быть, то, с чем прежде не взаимодействовал. Что начнется, может быть, в вашей жизни. И какие неожиданные события, давайте тоже узнаем. На колоде Таро иллюминатов продолжим наш прогноз, и мы достанем первую карту. Какие радостные события будут в моей жизни? Что доброго, светлого, хорошего войдет в мою жизнь? Что мне будет помогать? Ну, а что может препятствовать? И далее у нас есть еще одна колода, она 78 дверей, но мы ее достанем попозже. И узнаем, какие двери будут передо мной открыты в 2024 году или что я смогу осуществить. Итак, первая карта. Важное событие. Семерка мечей. Семерка мечей – это карта хитрости, изворотливости. Важное событие, значит, где-то вам придется научиться лавировать. Вы люди надежные, и вы люди, которые, ну, любите порядок какой-то. И, видимо, вот вам в изменяющихся условиях придется себя где-то перестраивать. Наверное, не раз придется важное событие
убедиться, что какие-то люди, на которых мы рассчитывали, к примеру, нас могут подвести. Или те ситуации, может быть, места, в чем-то мы были уверены, а здесь вот тоже может что-то идти не так. Рушится действительно какой-то порядок, и для нас это потребует, ну, где-то быть больше в энергиях серого кардинала, нежели о себе, ну, себя подвергать риску, или больше где-то на авансцену свои амбиции выносить. Нам здесь какое-то закулисье, как будто важное событие, и этого нам не избежать. Это для нас создаст определенную подушку безопасности, какую-то неуязвимую позицию. Нам как будто совершенно необходимо будет то время правильно просчитать, может быть, ту или иную возможность или сложившиеся обстоятельства вокруг, прежде чем принять какое-то решение. Люди могут быть вокруг, которые тоже где-то будут хитрить, и нам как будто необходимо быть в этих энергиях. Нам совершенно однозначно, если мы будем кому-то рассказывать, к примеру, о своих планах, нам ведь говорят по этой карте, этому не время, и значит, кто-то может украсть нашу идею, или мы словно предвосхитим, думаем, что мы поделились, и в принципе мы можем спать спокойно, да, или быть спокойным, что ничего не произойдет, а тут сама, наверное, переменчивость периода, она нас больше к какому-то благоразумию призывает, потому что иногда эта карта называется картой вора. Хотя, поверьте, не видела ни в одном описании разных колод вот этого значения. Но оно бытует как на уровне сарафанного радио. И значит, мы должны это принять во внимание. Здесь больше на самосохранение и именно ловкость. И мы определенно по этой карте сможем добиться желаемого. Но методы нам придется поменять. И если прежде мы бы пошли в одни двери или делали что-то одним образом, а тут прежний опыт не работает. Нам придется делать что-то совершенно по-другому. Давайте мы откроем вторую карту, что нового войдет. Двойка кубков, карта любви, мои дорогие. Поэтому для вас будет, кстати, это на самом деле так и планетарно. Личные отношения – это, наверное, вопрос номер раз в течение 2024 года. Поэтому как вопросы вашей пары или вашей семьи, и здесь как раз искренность, взаимопонимание. Нам карта говорит, что у вас будет, может быть, один человек, который будет пользоваться вашим доверием и который к вам относится совершенно искренне. Это то место нашего комфорта душевного, когда вы с этим человеком можете быть и откровенны, что-то вместе планировать. Почему и мы говорим про любовь, про семью. У кого-то ведь это может быть, знаете, завершение прежних отношений. Тут ведь мы что нового спрашиваем? Значит, мы можем встретить человека. Любовь идет под разными флагами, это точно. И мы не знаем, где мы познакомимся. И вполне вероятно, что-то совершенно удивительное войдет на ваш порог, в вашу жизнь. И начнется как удивительное отношение, как новое вдохновение, новые грани чувственности, новые формы, может быть, продолжений ваших отношений. И кто знает, может быть, это будет не только на уровне чувств, а может быть еще и, как, к примеру, вы можете организовать семейный бизнес, и как раз планетарно к этому, ну, будет способствовать все конфигурации планет. Поэтому заложить что-то прочное, надежное через ваши отношения с близким человеком, так и в принципе эта карта еще нам говорит о дипломатии, и вполне возможно в целом ваше окружение вам захочется, ну, вот так пересмотреть, изменить тоже, и это будет оказывать на вас влияние, потому что если мы говорим про надежность, вот вам захочется, чтобы вас окружали именно такие люди. Вы неизбежно где-то подвергнете анализу каждого. Вы словно рентгеном захотите каждого просветить, ну, я условно так говорю, чтобы окончательно разобраться, что же, какую роль человек играет в моей жизни. Так ли уж он искренен, и можно ли ему доверять? Или, может быть, у него какая-то своя выгода. Но вы будете, знаете как,
чувствовать себя неуязвимыми, потому что у вас есть поддержка. Поддержка эмоциональная и поддержка такая надежная именно через сферу личных отношений. Для вас это будет, ну, наверное, очень важно. Я хотела бы показать еще раз. На карте изображен человек, который идет и оглядывается. И что интересно, лиса изображена, которая тоже вроде бы пошла куда-то, но почему-то оглядывается. Надо сказать, что животные вообще не оглядываются практически так. Но здесь вот нам, видимо, как в обличии лисы, может быть, тоже такой человек нам встретится. И здесь у вас я могу предположить, что, знаете, те люди, которые вам какие-то, может быть, комплименты говорят, или те, которые, ну, как лесть, вы где-то очень остро можете это прочувствовать, или вообще зададитесь где-то целью пересмотреть именно те или тех людей, которые с вами во всем соглашаются. Вы как раз их, наверное, в первую позицию можете определить, которые будут на проверку как будто выставлены. И здесь, правда, собой не рисковать, это будет очень важно. Давайте мы посмотрим неожиданные события. Вы можете изменить свой статус, и у кого-то это произойдет через личную жизнь. В принципе, вот такая позиция, я уже сказала, она вам дает неуязвимость, надежность, какую-то, ну, стабильность, понимаете? И вот у вас какие неожиданности. Смена статуса по императору, когда практически это карта власти, когда мы будем свою жизнь как будто реструктурировать сами, и значит нам пространство, время даст новые возможности, и как ими воспользоваться будет зависеть от нашего умения, от нашей прозорливости, от нашей интуиции и от того, как мы умело провзаимодействуем с людьми. Надо сказать, что по императору мы можем и столкнуться опять с людьми, и, видимо, будете сталкиваться не единожды. И я уже сказала, вам захочется пересмотреть окружение. Так вот, эта карта еще может означать, что вы словно попадете в другое общество, потому что вы нацелены на какой-то свой успех, вы нацелены на то, что вы хотите создать, совершить или чего-то добиться. И это у вас, в принципе, получается. Но к вам, и еще если мы говорим про неожиданности, вам придется быть гибче. Еще одна карта нам говорит, несмотря на то, что император, энергии такие, которые хочется настоять на своем. Но у нас рядом семерка мечей, и в открытую мы где-то не играем. Так вот, император, он знает, что какая-то его основная цель, намерение, это должно оставаться неизменным. Но вот планы как раз, какие-то мелкие планы, поскольку император, он предвидит на пару шагов вперед, он собой не должен рисковать. Он как раз допускает, что в пространстве есть постоянные какие-то изменения. И корректировать как свои способы достижения, как корректировать свои планы по императору нам придется. Поэтому держать в целом руку на пульсе, ну, нам будет необходимо. Но для нас это откроет совершенно новые возможности. Это старший аркан. И правильно, может быть, взаимодействовать с сильными мира сего для кого-то. Это будет тоже для вас, ну, как залог какого-то успеха. И надо сказать, по энергиям, вот где-то между, пусть нам сказали про личную жизнь, но мы же говорим еще, что нового войдет. Да, это личная жизнь. С другой стороны, вы будете или придете к выводу, что вот такая моя позиция, как я обрисовала по семерке мечей, да, когда я буду, ну, где-то более в тех энергиях, которые мне позволят обойти какие-то острые углы. Я буду большим дипломатом, и тогда я больше вопросов решу в свою пользу. Вот это как будто все для императора будет важно. Сохранение всего того, что для вас ценно, и дальнейшее продвижение собственных планов. Вот это все будет важно, как и личная жизнь, как и статус, так и умение где-то приспосабливаться, адаптироваться, мои дорогие девы. Давайте мы узнаем, что будет радовать.
у нас королева жезлов, что будет радовать? Вы будете как магнит словно, с вами захочется говорить. Может быть, потому что вы где-то энергетику словно меняете. То есть, если вы транслируете дружелюбие, если в принципе лояльны миру, и где-то миру ответственности понимаете, да, тоже правильно, то тогда люди, о каком-то новом доверии мы можем говорить. И вот вам, как вот по этой карте королева жезлов, нас может радовать как раз тот момент, что мы словно, знаете, как сумели какую-то сложную ситуацию переломить в свою пользу. Но сказать, что мы действуем активно, нет. Нас будет радовать то, что нам кто-то как будто приносит информацию. Мы будем вовремя что-то узнавать, мы сможем что-либо предвидеть. Интуиция у нас будет работать великолепно. И карта говорит, нас будет радовать то, что мы кому-то не сказали. Молчание по этой карте, увы, мои дорогие девы, оно предусмотрено. И, видимо, мы говорим молчание золото, а слово серебро. Значит, мы себя не раз похвалим за то, что мы вовремя, где-то не проболтались, прямо скажем. Черный кот на коленях у королевы жезлов как раз и говорит о том, что она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И если мы берем во внимание эту энергетику, то именно она, вот такие силы, такие энергии, будет это нас радовать. Надо сказать, для кого-то это может проиграться конкретно. Человек в вашу жизнь новый входит, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец. Или имеет там асцендент. И тогда, какое-то взаимодействие либо с этим человеком, а для кого-то это личная жизнь, когда вы все равно будете словно на одной волне. И тогда откровенность будет. Если мы говорим по королеве жезлов, она тоже никому не доверяет. И где-то, знаете, вот такой может у вас сложиться союз, когда мы доверяем только друг другу. Вот такие отношения вполне вероятно войдут в вашу жизнь, мои дорогие, тоже. Давайте посмотрим, что нам будет помогать. Если мы нацелены на такой продолжительный успех, по принцессе Пентаклей есть элемент новизны, когда мы отстраиваем новое как будто благополучие или в новых изменившихся условиях, когда мы можем воспользоваться где-то своим опытом, но в то же время предполагается, что обстановка как будто поменялась. Все-таки принцесса, да, не такая крупная карта. И пусть даже кто-то из вас, допустим, с небольшим капиталом или вообще при отсутствии оного начинает бизнес, и тогда для вас это будет, знаете, хорошее время. Мы можем отстроить как будто заново финансовый успех. Что-то вы тут здесь практично хорошее для себя сумеете совершить. То, чем вы сможете воспользоваться в течение длительного времени. Вот это нам будет помогать. Практика, по сути дела, какая-то новая, или когда мы допускаем, что альтернативные варианты развития событий тоже могут быть. И нам Солнце, которое восходит, как будто на заднем плане, говорит уже об успехе. Давайте мы посмотрим, что же нам может помешать. Вы знаете, если мы будем где-то настаивать на своем, если мы не будем дружелюбными, кстати, да, по крайней мере, вот эту лояльность, если мы не будем транслировать, а будем вот как королева, посмотрите, какая она бледная, холодная. Вообще это про образ Юдифи, когда мы можем практически отрезать. И вот она выпадает, кстати, посмотрите, рядом с императором. И мы сказали, император – это все-таки карта власти. И, видимо, будет не раз желание, знаете, стукнуть кулаком по столу и сказать «я сказал» или «я сказала». Может быть, знаете, на терпение, выдержку, будут проверять словно высшие силы нас не раз в этом году. И нам держать где-то марку, держать и как нашей позиции, терпение где-то, и вот эта психологическая или эмоциональная устойчивость, она для нас будет явно в плюс. Мы не должны кого-то оттолкнуть, может быть, своей резкостью или каким-то высказыванием, неосторожным словом. Мы словно не должны отрезать то, что нам в последующем может пригодиться. Но нам определенно будет помогать где-то интуиция и интеллект. Это как раз ваши сильные стороны. Просто методы нам придется менять. Вот с этого все, собственно, и началось, семерка мечей. Потому что в пространстве что-то меняется.
И тогда наша позиция неуязвима. Как будто для вас, мои дорогие девы, вот личная жизнь, конкретный человек для вас будет иметь значение и конкретный ваш статус. Вот эти две позиции. Как профессиональная, может быть, деятельность, да, или то, что мои честолюбивые планы, что я должен достичь, и то, что я должен сохранить. И точно так же, что я должен сохранить вот эти отношения, которые для меня дороги. И для тех, кто один или одна, значит, у нас что нового? Повторюсь, ну, точно на месте не сидим как-то. Нужно продумать тот момент, чтобы мы помогли сами судьбе, вышли как будто навстречу ей. И очень важным просто для вас будет своя буквально вторая половина, когда мы как будто на одном дыхании, когда мы в одних мыслях, когда мы можем понимать друг друга без слов. Вот такой человек в вашей жизни будет очень важен. Давайте мы узнаем, какие же двери будут открыты в 2024 году. Рыцарь Пентаклей. Ну, тут просто нас будут встречать как будто. Знаете, тут можно сказать, что будут, видимо, как по принцессе Пентаклей, возможности материального достатка, предложения по работе, предложения заработать деньги, новые грани сотрудничества в плане бизнеса и вообще какие-то перспективы. И причем нас как будто будут рады видеть, кто-то с нами захочет дружить, но вы, скорее всего, будете как-то фильтровать вот тех людей, которые появляются в вашей жизни. Вы как и старое окружение пересмотрите, так и к новому будете где-то осторожны. Вот для вас внимание к мелочам будет тоже важным, потому что вы вовремя успеете что-то подметить. Давайте, у кого-то это проиграется, какие двери будут открыты. Знаете, может быть, это вопросы, которые будут касаться жизни ваших детей, подросшие дети. Тогда тоже что-то будет вас радовать, и какие-то новые перспективы, может быть, через жизнь вашего ребенка и для вас открываются. Давайте еще спросим, какие же двери будут открыты. Тут самое главное, дверей вообще нет как таковых. С одной стороны, не должно быть, знаете, выжидательной позиции слишком долго, как будто мы вот просто хотим что-то удержать, сохранить, или надеемся на его величество счастливый случай, или просто находимся в позиции, если суждено, придет само. Нет, мы тогда отдаем на волю случайности свою судьбу. Тут такого тоже не должно быть, как и каких-то лишних эмоций. Самое главное оценить реально, что есть на самом деле. Наверное, по королеве кубков у кого-то может проиграться вот эта личная ситуация и жизненная история, и тогда вполне вероятно нет как таковых дверей, а просто будет или должен быть тот человек, которому, повторюсь в очередной раз, вы доверяете, с которым вам хорошо, с которым вы чувствуете себя в безопасности, в эмоциональном каком-то комфорте. И кто знает, может быть, вы с этим человеком, кстати, кто сейчас на расстоянии, или, может быть, по каким-то причинам судьба разделила, то тут, скорее всего, вы сможете словно соединиться, встретиться, съехаться. Какая-то ваша история, она будет с счастливым продолжением. Что я смогу осуществить? Здесь сразу все. Вообще ваша энергетика, король Пентаклей. Это карта изобилия и процветания. Нам говорят, ты можешь практически очень многие вещи осуществить. Ты сможешь заработать деньги, ты сможешь обустроить свой дом, ты сможешь, если это необходимо, переехать куда-то, если ты захочешь власти, если ты захочешь каких-то позиций более таких по вашим честолюбивым планам, как новых должностей или какой-то карьеры, у тебя тоже удастся. У нас король Пентаклей показан здесь буквально в короне, и он как будто хранит свои, как и Пентакли, так и драгоценности. Что могу сказать? Надежность по этой карте. Что я могу осуществить? Теплый, уютный дом. И действительно, изобилие, процветание, когда у нас все под контролем и когда мы счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.